Всем привет! Сегодня очередной выпуск Автосапиенс. Сегодня я вам покажу один интересный момент, который позволит вам избавиться от стука суппортов на неровностях. Автомобили Lanos, да и в принципе не только Lanos, грешат этим недостатком. Многие автомобили действительно имеют особенность греметь своими тормозными суппортами передними. И я вам покажу, как я решил эту проблему. Это вообще решение не мое, я подсмотрел это в интернете. Попробовал его, езжу уже больше года. В принципе, мне понравилось. Поэтому давайте не будем терять времени и приступим к ближайшему рассмотрению. Итак, вот он, классический передний тормозной диск, суппорта, передние тормозные колодки. Люди, которые более-менее знакомы с устройством Lanos и ему подобных автомобилей, сразу заметят здесь лишнюю деталь. А конкретно вот эту вот скобу. Вообще эта скоба, она не сделана мной, она продается и выпускается серийно, потому что, как я уже говорил, не только автомобили Lanos страдают такой проблемой. Конкретно вот эта скоба, это для Opel Vectra. Вообще Lanos берет как раз-то свою родословную от автомобилей Opel, поэтому очень много запчастей подходит и к Lanos, и к Opel. И, соответственно, не стало исключением вот эта скоба. Я прочитал, у меня действительно возникали стуки на неровностях, такие неприятные в передней части. Я все время думал, что у меня может быть с подвеской. И оказалось, что, наверное, это все-таки суппорта. Поскольку вопрос копеечный и не требует никаких особых усилий, я решил попробовать. Берете сверло соответствующего диаметра и сверлите отверстие с таким расчетом, чтобы вот эта вот часть скобы, вот эти вот части, они как бы с небольшим натягом сюда вставлялись. Потому что суть этой скобы в чем? Она вот эту часть суппорта, грубо говоря, так пружинит, соединяет с вот этой частью суппорта. То есть вот эти две части, они между собой независимы. И как раз вследствие дребезжания по направляющим, когда они со временем изнашиваются, начинается вот такое вот движение. И, соответственно, колодка может стучать по диску, колодки могут болтаться в самом суппорте, одним словом, появляется посторонний стук. И вот эта скоба призвана его устранить путем притягивания вот этой части суппорта и вот этой. И минимизации вот этих люфтов. К моему удивлению, я думал, что нужно какие-то супер сверла. На самом деле все проще. Вот эта вот часть суппорта нормальным сверлом сверлится просто как масло. Поэтому будьте внимательны, аккуратны, чтобы не пробурить его насквозь. Единственный нюанс, что вам нужно не переборщить, чтобы было слишком слабо и чтобы не было слишком сильно. То есть вам это нужно примерно прикинуть самому. Вот видите, вот здесь я первое отверстие просверлил, и оказалась очень слабая натяжка, мне пришлось пересверливать дальше, и я уже перетянул, тут уже совсем была сильная натяжка. То есть вот как раз было бы идеально вот между вот этими отверстиями, чтобы было, тогда было бы идеальное усилие. Но поскольку я здесь пролохобанился, пришлось сверлить еще раз. Не повторяйте моих ошибок и будьте внимательны. Так что, как видите, ничего сложного совершенно в этом нету. Вы можете все это сделать сами в гараже при наличии самого простого инструмента. Если видео было для вас интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!